Сегодня к нам в студию пришел врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Марина Сергеевна Фирсова. Марина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. И поговорим, наверное, мы с вами сегодня о таком заболевании инфекционном, как коклюш. Скажите, пожалуйста, Марина Сергеевна, что это такое и каковы его основные симптомы? Коклюш – это очень опасное инфекционное заболевание, основным симптомом которого является очень характерный кашель. Кашель носит приступообразный характер, эти приступы сопровождаются удушьем, возникает ощущение, что человек задыхается, лицо становится цианотичным или гиперемированным. Часто это происходит с высовыванием языка, и приступы настолько сильные, что могут закончиться рвотой. Такой характерный кашель не возникает не сразу и может развиваться постепенно, вплоть до 2 недель. И в том числе при этом может отсутствовать общая интоксикация, то есть температура тела может быть вполне нормальной. А кто чаще всего болеет коклюшем и как передается эта инфекция? Болеют им люди всех возрастов, но все-таки большую долю составляют дети. Вот с 2018 года наблюдается тенденция увеличения заболевания среди лиц более старшего возраста, то есть от 7 до 17 лет. При распространении задействован механизм воздушно-капельного пути передачи, то есть можно заразиться при вдыхании аэрозоля от больного, который выделяется при разговоре, кашле, чихании. И такой простой путь передачи способствует быстрому распространению. А вообще какова ситуация сейчас? Часто болеют у нас заболеванием? К сожалению, несмотря на большие усилия, которые тратятся на борьбу с этой инфекцией, заболевание не такое уж и редкое. С 2015 года по всей Свердловской области заболеваемость растет. Всего в Полевском, например, городском округе за 9 месяцев 4 случая коклюша было зарегистрировано, 1 у взрослого и 3 у ребенка. Ну скажите, он ведь не появляется на ровном месте, все равно какие-то предпосылки служат, может быть, как-то иммунитет укреплять или это не взаимодействие? Да, конечно, есть много способов защитить себя от этой инфекции или, по крайней мере, свести к минимуму риски заражения. Общие методы, так скажем, неспецифическая профилактика – это проветривание помещений, использование бактерицидных установок для обеззараживания воздушной среды, уборки с ДЭС-средствами. Но все-таки основной мерой профилактики является вакцинация. Вакцинация у нас включена в национальный календарь профилактических прививок. Она проводится, начиная с 3 месяцев жизни трехкратно, с интервалом в 1,5 месяца. И в 18 месяцев, то есть 1,5 года, делается ревакцинация. А в Свердловской области у нас также в рамках национального календаря есть 2-я ревакцинация против коклюша. Проводится на возрасте от 6 до 7 лет, как раз перед тем, как дети начинают поступать в школы. И все чаще в настоящее время наблюдается тенденция введения последующих ревакцинаций, то есть в 14 лет и в дальнейшем каждые 10 лет.